Хотите снять несколько сцен на лодке? Самая короткая река в Италии. И после такой захватывающей поездки на лодке мы отправляемся в замок. По лесной тропе следует идти на шум источника, а затем дорожка пойдет в гору. Даже в жаркий день прогулка будет приятной. Тень деревьев и освежающее журчание воды спасут от зноя. После крутого подъема мы наконец очутились у подножия замка. Утопающий в зелени одной из самых северных оливковых рощ в мире, замок, частично отреставрированный в середине 20 века, открыт для посещения с марта по ноябрь. Здесь расположен небольшой центр соколиной охоты с хищными птицами и выставка, посвященная лариозавру, доисторической морской рептилии, впервые в мире обнаруженной в нескольких сотнях метров от замка. На мысе в центре озера Кома более 1000 лет стоит древний военный форпост – средневековый замок Вецио, возведенный лангобардской королевой Тяндалиндой для защиты озера и окружающих его деревень. Расположенный в стратегическом, военном и коммерческом отношении месте, замок был связан с деревней Варена и соединен с ней двумя протяженными крепостными стенами, спускавшимися до самого озера и защищавшими город и его жителей от частых войн и грабежей, сотрясавших территорию на протяжении всего Средневековья. За моей спиной находится полуостров городок Беладжо, одно из самых красивых мест на озере Комо. В Лас-Вегасе в честь него названо крупнейшее казино. Вдалеке можно увидеть остров Комачино. В тени садов замка Теодолинда мирно провела свои последние годы. А живи она ровно на 500 лет позже, стала бы свидетелем трагической драмы. В войне между Миланом и городом Комо варенези поддержали Милан, но потерпели поражение, и город у подножия замка был побежден и разграблен. Еще хуже пришлось жителям острова Комачино. В 1169 году поселение на острове было полностью разрушено, а людям пришлось бежать и искать укрытие в Варене. Замок населен привидениями Вецио. Эти белые скульптуры создаются каждое лето. Желающих туристов накрывают марлей, пропитанной гипсом, и они замирают на час в определенной позе. И сейчас постоянными жителями замка являются только эти маленькие милые привидения. Перед тем, как уйти из замка, поднимемся на башню, чтобы еще раз насладиться панорамой. Начнем спуск через деревеньку, а затем пересечем мост над ручьем, грохот от которого многократно превышает видимые небольшие струйки воды. Возможно, звук усиливается, проходя через расщелины и отражаясь от скал. Леса вокруг полны земляники, а ягоды идеальные на вид. В общем, с итальянской природой голодным не останешься. Подкрепились и в путь. Мы спустились обратно в Варену, и теперь я приглашаю вас просто прогуляться со мной по улочкам города.
Планировка жилой застройки весьма простая. Улицу, параллельную набережной, примерно каждые 15 метров пересекают лестницы, которые снизу встречаются с озером. Таким образом, когда-то жившие здесь рыбаки могли максимально быстро спуститься к воде. Теперь же этим преимуществом могут воспользоваться и останавливающиеся здесь туристы. Хочется посидеть и полюбоваться на эту красоту. В Варенью есть очень милая традиция разрисовывать технические дверцы видами города. Мы пришли в одно из самых знаменитых мест Варены. Прекрасная прогулочная тропа обвивает озеро, виллы, сады и ботеги. От грациозного пирса до причала Оливеда. Она подвешена над водой, наводит на размышления и романтический лад. Это место притяжения влюбленных пар. Эта дорожка влюбленных является частью 6-километровой зеленой дороги патриархов. Но кто такие патриархи? С древних времен народ Варези получил прозвище патриаркит из-за особого религиозного культа этих мест. Сегодня же патриархами называют пожилых людей Варены, мудрых долгожителей. Им оказывают почести и отмечают особый праздник, посвященный им. Знаменитая дорога патриархов проходит над самой кромкой воды, и отсюда открываются прекрасные виды на озеро и на противоположный берег. Сейчас пройдем вместе кусочек этого прекрасного пути. На всем пути множество лавочек. Можно спокойно присесть и любоваться пейзажами, либо устроить маленький пикничок. Один из самых романтичных участков – знаменитые Красные арки. Кажется, прекрасное место для романтической фотосессии. И отсюда открывается чудесный вид на центральную набережную Варены. Вот такие последствия возможны после прогулки по дорожке влюбленных. Слишком романтичное место. С каким бы настроением вы сюда ни пришли, радостным, задумчивым, философским, здесь над водой, в час, который называют золотым, отвлекитесь от суеты дня. Понаблюдайте за спектаклем света и тени, устроенным природой над озером. А если довольствоваться ролью зрителя не для вас, то вообразите себя степенным патриархом, медленно прогуливающимся в заходящих лучах, или беззаботным влюбленным, ожидающим свидания на закате. Так куда же ведет дорожка влюбленных? Я считаю, что ведет она к счастью, к новым приключениям и к ярким впечатлениям. В солнечной Варене по-другому и быть не может. Мы вышли на центральную площадь с причудливо постриженными каштанами. Здесь расположено несколько церквей, мэрия, а также симпатичные отели с ресторанчиками.
Церковь Святого Георгия, расположенная на Солнечной площади над самым озером, всегда привлекала влюбленные пары со всего мира, желающие провести свадебную церемонию на озере Кому. Но несколько лет назад местная епархия решила запретить проведение церемоний всем, кроме местных жителей, что, конечно, вызвало недовольство и у туристов, и у горожан. Убранство церкви также заслуживает внимания. Церкви маленьких городков, без пафоса, без избытка украшений, кажутся такими честными и настоящими. Здесь чувствуется какая-то особая атмосфера. На колоннах возле алтаря находятся две средневековые фрески XIV века. На них изображены знаменитая королева Теодолинда, королева лангобардов, и папа римский Георгий Великий. Здесь, на площади, мы находим необычно расположенную церковь. Ее апсида выходит на главную площадь. Колокольня размещена со стороны озера, как было принято в древние времена, а фасад и вовсе отсутствует из-за вплотную пристроенных домов. Из церковного дворика открывается прекрасный вид на озеро. Посмотрим, открыта ли сегодня церковь. Кажется, нам повезло. Это самая старая церковь города. Ее возникновение относят к XI веку. Позднее, в XIV, она была переосвящена в честь святого Иоанна Крестителя. В прошлом веке масштабная реставрация обнаружила под более поздними наслоениями романскую структуру. Также возвратили изначальное перекрытие с фермами вместо сводчатого потолка. Церковь украшают фрески XVI века, а в западной части обнаружили томбу, которая, видимо, использовалась для ранних христианских захоронений. В глубине площади арки между домов скрывают каменные улицы, ведущие к озеру. На узкие центральные улочки почти невозможно привести крупную строительную технику. Поэтому работы проводят с помощью таких, как будто бы игрушечных экскаваторов и машинок. А еще всегда приятно видеть людей, выполняющих свою работу с улыбкой и хорошим настроением. Вы только посмотрите, сколько энтузиазма! Здесь же мы встретили местных ребят. Это Энеа и его двоюродный брат. Послушайте, я сейчас пойду на озеро купаться. Если хотите, можно пойти вместе и снять это. Вслед за Энеа мы спустились на набережную. Сюда не добрались беспокойность и настороженность, присущая большим городам. Ребята чувствуют себя свободнее, и их детство и юность, как и века назад, проходят на природе, тесно взаимодействуя с озером. Как думаешь, вода уже теплая? Сейчас проверим. Живя здесь на озере, я умею делать различные виды прыжков в воду. Сейчас сделаю классический прыжок вниз головой. Мне уже страшно. Я пойду, а вы можете смотреть отсюда.
Вы родились здесь? Да, мы отсюда. Мне 15 лет. Я прожил всю жизнь здесь, и мне очень нравится. Есть туризм, возможность общаться, изучать языки, встречать разных людей. Несмотря на то, что это маленький городок, жизнь кипит. Да, точно. Можно разговаривать с туристами, открывать что-то новое для себя. И в будущем вы планируете остаться здесь, в Варене? Да, да, потому что есть много вариантов работы тут. Очень обнадеживающе слышать это от вас, таких молодых. Спасибо, ребята. Было очень приятно пообщаться. На этом мы прощаемся. Спасибо за проведенное вместе время и до встречи в заключительной части. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить будущие путешествия.